Обычно, когда спрашивают, что с отечественным геймдевом, имеется в виду, все же плохо, как бы, где же она во мгла и как из нее выбраться. И на это можно ответить только одним образом. С любой индустрией, и с любой индустрией развлечений, игровой индустрии всегда будет хорошо, когда там есть креативные люди. А они там постоянно присутствуют. Пусть их немного, но всегда есть гении или просто классные ребята, у которых в голове есть суперская мысль, отличный вижен, и они этот вижен готовы воплощать. И этим людям надо помогать. Рецепт достаточно простой, он не стопроцентный, но простой. Собрать вместе классных людей, дать им возможность самореализовываться, и тогда неизбежно будут возникать суперские игры, которые будут тащить индустрию вперед. Мне повезло, что я пришел в игровую индустрию уже в лучшую компанию, которая была на тот момент. Это был Невал. Вообще, честно говоря, в какой-то момент я не подозревал, что в России есть игродев, хотя играл постоянно и даже не очень понимал, что некоторые из этих игр на самом деле отечественные. Вот. Но в какой-то момент я увидел объявление о том, что ищет человека, помощника проект-менеджера на проект «Герои меча и магии». Для меня это была как работа даже не мечты, а это вот сразу дверь в рай, потому что я большой фанат героев меча и магии. Там бесчисленные дни, ночи отыграли с друзьями по хатситу в третьих героев, во вторых, первых даже еще застал. Поэтому, когда я увидел, я, в принципе, уже ни о чем не думал. Я сразу написал заявление, подал свое резюме и надеялся только, что меня позовут, и мы поговорим. И когда действительно позвали и пообщались, я сразу понял, что я попал в то место, где я хочу работать, жить всю оставшуюся жизнь. Я попал на проект «Герой меча и магии» где-то, наверное, в середине его разработки. Вот, там уже вовсю шел этап, который называется продакшн, когда игра приобретает вот основную массу контента, да, вокруг себя. Команда уже была достаточно сложившаяся. Если я правильно помню, работало около 150 человек. То есть это был большой проект и по меркам российской игровой индустрии, и по мировой. Соответственно, разработка с одной стороны осложнялась, с другой стороны, можно сказать, что приобретал дополнительные черты еще тем, что был и западный заказчик Ubisoft, собственно, который владел франшизой, и много коммуникаций, много обсуждений было построено именно на обмене мнений и согласовании каких-то решений между нами и ими. Вот. Это был реально очень хороший, классный опыт. Мы многое поняли, как работают большие издатели. Многое почерпнули оттуда, в том числе в виде того, как построить игровые процессы, как построить разработку. То есть было очень трудно, очень тяжело, крайне напряженная была разработка, но мы вышли оттуда гораздо более сильной командой и с гораздо лучшим пониманием всех процессов, чем входили в герои. Результат, я считаю, просто шикарный. На самом деле, наверное, я не только свое мнение выскажу. Основное, что вот есть две игры в вселенной Герои, которые считаются классикой. Это, безусловно, третьи, вот, которые являются референсной, эталонной игрой, и пятые стоят где-то вровень с ними, потому что мы, во-первых, как бы ориентировались на третьи герои, как на тот пример, как надо делать хорошую игру, и старались оставить все хорошее, что там есть, и довнести что-то еще хорошее, прикольное, что мы считали добавит к игре, но ни в коем случае не отрежет от нее. Объединение с Мейлом — это был очень интересный момент. Он был тактически, бизнесово очень правильный, выгодный. Теперь я это как бы еще более отчетливо понимаю, чем тогда. Mail уже как инфраструктурная площадка для организации онлайновых сервисов, он к тому моменту уже закончился, имеется в виду, сформировался. Вот, и был готов поставлять, что называется, поток аудитории, с которой надо было что-то делать. И просто информационных сервисов, которые у нее тогда было, это было уже недостаточно. Люди в Mail понимали, что люди жаждут развлечения, люди жаждут в том числе и игр. Вот. И мы в свое время, это на тот момент холдинг Astrum Neval, который входил
Astrum Entertainment и Nival онлайн, мы понимали, что нам, соответственно, нужен, наоборот, доступ к аудитории более широкой, да, для того, чтобы показывать им: ребята, у нас есть игры классные, давайте вместе поиграем. То есть это была такая предопределенная синергия, вот, и объединение прошло, наверное, поэтому достаточно, не без проблем, но очень качественно. В общем, мы нашли друг друга в каком-то в этом плане. Объединение случилось, если я правильно помню, в 2010 году. И с тех пор вот этот конгломерат игровых студий и людей начал работать с оригинальным Mail.ru, и мы вместе стали Mail.ru, то, что сейчас называется. ММО, но это целая прям эпоха и в моей жизни, и в жизни ребят, с которыми я работал. Для меня это очень большой этап, потому что, по сути, это была первая игра, которую я сделал от начала до конца. Вот, в которой я участвовал в разработке от начала до конца. Ода онлайн, вот как мы начали работать над ними в 2006 году. Свет широкий она увидела в 2009 году. И она, на самом деле, до сих пор жива, до сих пор оперируется, до сих пор развивается, что очень хороший показатель, потому что немногие игры переживают там, не то, что там 5-летний период времени, но и гораздо меньше. А Лодом онлайн уже больше 10 лет. Началось все с Сергея Орловского, вот, с главы компании Nival. В какой-то момент он пришел вот с своей зажигательной идеей о том, что, ребят, наступила эпоха ММО, и я знаю, что мы можем сделать классную игру, которая будет, условно говоря, русским Вовом. Вот. Тогда многие мечтали делать «Убийцу Вова», и эта мечта до сих пор жива. Там многие годы ребята там делали его. Мы не ставили цель именно убить Вов, мы ставили цель сделать игру, которая будет такая же классная, как Вов, но с русской душой, что называется. Вот. Этому аспекту прям много внимания уделялось. Фракции, расы мы дизайнили, исходя из некого такого российского понимания определенных аспектов истории, национальных качеств, географических характеристик и так далее. И я считаю, что вот эту штуку нам сделать получилось. Многие люди, и в том числе не только российские игроки, но и на Западе, они когда видели, говорили: ребята, классно. Это вот то, что я всегда хотел узнать о России вот в такой игровой форме. После успешного запуска АОДа онлайн и развития стало понятно, что надо двигаться вперед и ставить следующую какую-то цель. И, очевидно, она должна была быть более амбициозной. Понятно, это всегда должно развиваться определенным образом. Мы тогда активно понимали, что ММО на рассвете, находится в рассвете своего могущества. Вот следующая игра тоже должна быть ММО. И вот это вот желание повторить успех на более высоком уровне, он привел к тому, что мы начали работать над игрой Skyforge. Работа заняла достаточно много времени, игра была почти 5 лет в разработке, и в итоге она, когда вышла, ее по определенным характеристикам, по многим, можно смело перечислять к категории AAA. Там было очень много контента, он был выполнен на классном технологическом уровне. Игра была очень сложная, то есть она была и красивая, и интересная. И, наверное, она как бы характеризовала самое лучшее в плане технологического развития, что на тот момент мы могли выдать. Есть такое понятие в нашей сфере, как профессиональная усталость, что ли. Да? Но в худшем случае это приводит к выгоранию, но в общем случае профессиональная усталость от чего-то того, что ты занимаешься. Период ММО у нас занял 10 лет. Это был хороший этап с очень интересным опытом, но в какой-то момент ты уже устаешь заниматься одним и тем же жанром. Тем более, что при всех своих интересных чертах, с которыми можно активно играться и строить вокруг нее игру, у ММО есть достаточно серьезный недостаток. Ты никогда не расскажешь там сильную историю. Потому что игра, она сфокусирована не вокруг одного человека, как, например, сингл, например, игры, да, которые можно поворачивать как угодно, развлекая вот этого игрока, который находится в центре всего, со всех возможных ракурсов. ММО из-за своей сути, оно про массовых игроков, и ты не можешь им рассказать один и тот же опыт просто из-за того, что они
они игроки, они заходят в игру в разное время, они каждый получает свой кусочек экспириенса. Вот. А я сам и коллеги, с которыми мы работали, мы, конечно, во многом были про игры с богатым сюжетом. Мы всегда хотели это рассказывать, независимо от того, делали мы ли РПГ или какие-то стратегические игры. Вот. Нас к этому всегда тянуло. Другое дело, что начало работы нашей команды над ММО, оно как раз совпало вот с той знаменитой эпохой во мгле, которая характеризовалась тем, что старая система и старые фокусы на разработку синглплеерных игр, их дистрибуция через магазин, диски, они отмирали, и все переходили именно в такой цифровой онлайновый формат. Вот. И тогда же родилось утверждение и ощущение, что вот предыдущий мир, этап производства и разработки игр, он уже мертв. Да? Типа, сюжетные игры уже никому не нужны, на этом как бы не сделаешь деньги, у этого жанра нет игроков. Вот. Это было грустно, но в какой-то момент казалось, что это так. А потом, прям как глоток свежего воздуха, возникли сразу несколько проектов. Это были Pillars of Eternity, это были Divinity Original Sin, вот, которые показали, что на самом деле никуда эти люди не делись, они есть, они хотят играть в сюжетно сложные игры, и это было реально здорово. Ну, не то что шок, но мы поняли, что то, что мы, в принципе, подспудно хотели делать, существует, интерес к этому существует не только у нас в голове, а еще и у достаточного количества игроков. И поэтому в 2016 году вот сформировалось внутреннее желание и идея о том, что хочется вернуться именно к разработке непосредственно игр. Невероятно счастлив, что вот эту же идею разделяли и другие люди, из тех, с кем мы работали до этого очень давно, и над героями, и над алодами. И мы сформировали костяк студии, который получил название впоследствии Allcat Games, вот, и побежали вперед, прежде всего, в разработку нашего первого проекта. Когда мы начали думать, что мы хотим делать, классическое РПГ, оно как установка было сразу. Вот, тут мы практически не сомневались, не обсуждались. Был вопрос, что? Мы достаточно быстро сказали, что мы хотим сделать Baldur's Gate, только современный. Вот, это была игра, наверное, мечты у всех, у тех, кто сформировал core-ядро будущей студии. Вот. Baldur's Gate, Neverwinter Nights — это вот то, во что мы все играли, это то, чего мы все фанатели. Обсуждали мы, собственно говоря, приложить куда эти идеи, но там тоже решение пришло достаточно быстро, потому что, с одной стороны, у нас был опыт игры в настольную систему Pathfinder, вот, и он нам нравился. Нравился прежде всего тем, что, во-первых, это были хорошо известные нам правила, заимствованные из другой известной настольной игры. Поэтому мы хорошо в них разбирались, хорошо их понимали. С другой стороны, вселенная Pathfinder всегда славилась тем, что там внутри существовали очень хорошие истории, которые были в виде больших adventure пассов, которые можно играть месяцами, и каких-то коротких, более законченных приключений. Но вот, повторюсь, вселенная славилась тем, что там рассказывают классные истории. И сюда же подоспел еще один аргумент, уже более бизнесовый, о том, что к тому моменту, когда мы решили делать игру, практически не было ни одной видеоадаптации этой вселенной. К тому моменту только-только собирался к релизу выходить мобильная игра от компании Obsidian. RPG-игр не было вообще, и для нас это тоже была такая возможность, да, потому что, с одной стороны, мы видим очень классную настольную ролевую игру, в которую мы сами как бы хотим и любим играть. Вот, с другой стороны, как бы выход этой франшизы в виде игры, сори за тавтологию, он явно обладал потенциалом, потому что, здорово, это первый раз, да, вот первый раз мы готовы предложить людям, которые любят эту вселенную, что-то, что можно поиграть на компьютере.
Еще, ну, даже не плюсом, а скорее интересная особенность была то, что на момент, когда мы начинали разработку Pathfinder Kingmaker, мы активно сотрудничали с компанией Obsidian. Они в тот момент для Mail.ru делали Armored Warfare. Вот. Мы активно взаимодействовали, общались, вот, не побоюсь даже сказать, дружили. И для нас Obsidian, помимо того, что они были очевидные и признанные гранды в области именно РПГ игр и тем более классических РПГ, вот, они для нас служили как пример компаний, людей, которые не побоялись делать игру не только связанную с какой-то там расхайпленной областью, то, что сейчас очень модно и прочее, а то, что они умеют, ценят и не боятся рискнуть воспроизвести в условиях, когда таких игр вот не было, да, вот, когда считалось, что они уже умерли или они никому не нужны. Ну и плюс чему-то мы научились у них, подчеркнули в плане процессов, в плане того, как организовать разработку, потому что ребята были очень открыты, открыто обсуждали как бы эти вещи, делились знаниями. Это было очень круто. Про перенос настолок в виде игр. Какие там сложности есть? Прежде всего, сложность эмоционального донесения контента до игрока. Вот. Ну, тут очевидная разница. За столом сидят люди, как правило, это друзья. У них уже есть настроенный нетворк взаимосвязи, свое сообщество, свои шутки. Вот все то, что создает атмосферу приятной игры за столом. А в компьютерной игре, очевидно, это все отсутствует, потому что ты один на один с компьютером и с тем геймплеем, который заложили разработчики в свою игру. И вот основная сложность и задача, на самом деле, воспроизвести вот эту вот обстановку непринужденной дружеского состояния за столом. Вторая сложность — это, конечно же, как правило, механическая боевая система. Вот, потому что, очевидно, за столом есть свои паттерны, как происходит и раскладывается геймплей. И перетаскивая их в видеоигру, ты не можешь его взять as is, да, вот как они есть. Тебе нужно постоянно их адаптировать к реальности того, что человек один, что это все-таки компьютер, другая система взаимодействия и прочее. Там большой объем работы заключается. Он не то, чтобы тебе надо все выкинуть и заново сделать, но так получилось, что практически в каждом компоненте нужно было подкручивать и настраивать какие-то элементы. Вот. Это еще усложняется, этот момент, тем, что на самом деле ты, делая игру по какой-то франшизе, в данном случае по Pathfinder, ты ожидаешь, что туда придут игроки, которые ее любят и ценят, и они будут ожидать в игре увидеть ровно то, что они получили, во что они играют за столом. То есть ты должен быть максимально близок к тем правилам, по которым они играют. И вот, соответственно, вот этот поиск постоянного компромисса, что нужно сделать, чтобы адаптировать правила компьютерной игре, но максимально близко быть к ним. То есть, чтобы это все еще интересно игралось именно как видеоигра, но при этом было максимально похоже для игроков настольных систем. Вот сложность нахождения именно этого компромисса. Есть определенные сложности с созданием нарратива по настольной игре. Я не могу сказать, что это сложности, это ограничения, потому что есть уже, как правило, готовые тропа приключения, Adventure Path, по которому мы должны исследовать, но не все вещи, которые хорошо работают в настолке, будут также хорошо работать в компьютерной игре. Одна из главных отличий, с которой нужно все время держать в уме, то, что настолка рассчитана на то, что играет много персонажей, среди них нет одного главного, а в CRPG есть один главный герой, который должен быть в фокусе сюжета, и, в общем, он должен чувствовать эту историю своей, а не просто одним рандомным чуваком из компании рандомных чуваков, который случайно попал в это приключение. Поэтому нам многие вещи приходится адаптировать. Вот. Еще из интересного, наверное, объем очень разный у контента настольного. Даже не объем, а скорее, как сказать,
темп, может быть, потому что настолка обычно играется, вы собрались, вы один вечер поиграли, потом на неделю расстались. Вы собрались, вы как бы, она разделена на сессии, как комикс на серии. А в игру ты можешь сесть и, в общем, играть весь день до посинения, и там совсем не такое деление на эпизоды, и немножко другой из-за этого ритм того, как все происходит. Тоже это нужно держать в голове, думать, сколько игрок у тебя сыграет за один раз, сколько в это влезет, вот, как это разбить, как сделать квесты короче, длиннее, больше, меньше и так далее. Размер команды сам по себе, он, скажем так, это не самоцель, ты команду строишь под ту игру, которой ты будешь заниматься. Соответственно, Kingmaker, повторюсь, там мы собирали студию с самого начала, начинали мы с 3 человек. Вот, закончили мы, нас было 28 в штате, и еще человек, наверное, 10-15, которые постоянно на нас работали, но сидели в других городах. Сейчас в студии работает порядка 60 человек, и практически все из них работают непосредственно либо в разработке нашей второй игры во вселенной Pathfinder Wrath of the Righteous, либо работает в группе паблишинга, которая готовится к оперированию дальней игры. И это прям для нас достаточно существенный рост. За 4 года, получается, мы прошли путь от 3 человек до практически 60. Вот. Очень активно готовимся к тому, чтобы команда была способна разрабатывать параллельно 2 проекта, ибо уже внутри есть и идеи креативные, и понимание, что мы хотим делать. И вот сейчас мы стараемся очень активно расти, но при этом не снижая планку качества людей, которых мы нанимаем. Да? Потому что здесь тоже есть, на самом деле, обратный риск, когда ты очень быстро растешь, ты рискуешь потерять какую-то суть менталитетно-философскую, да, вот своей студии, своей команды. Поэтому здесь всегда тоже компромисс. Расти стоит агрессивно, но аккуратно, чтобы приходящие люди, они встраивались в команду, а не разбалтывали и разрушали ее. Ладно, ребята, давайте в последний раз. Короче говоря, собрались мы такие, сидим и думаем, надо делать РПГ. Понятно, мы очень хотим. Как делать РПГ? Для РПГ нам нужна, база. Мы хотели делать ее на базе настольной РПГ. У нас даже были наработки. Собственно, это был Pathfinder. Что нужно делать, чтобы сделать хорошую группу по Pathfinder? Надо знать Pathfinder, надо в него играть. И мы, в общем, решили. По вторникам будем все вместе играть. Все без исключения. Все прям играли, вне зависимости от должности. И на самом деле, мне кажется, это идеологический костяк разработки, такой ее стержень, в том плане, что важное, мне кажется, отличие от любого моего другого опыта в работе до этого, что все в контексте. То есть все понимают, что мы делаем, что это за игра, на основе чего она строится, все в контексте лорном, да, в том числе механическом, вне зависимости от должности. И мне кажется, это очень помогает. А в остальном, буквально, знаешь, банальности рассказывать не хочется о том, что да, у нас был фейк-шот, да, арт-директор придумал, как будет выглядеть игра, да, мы потом и придумали о том, как, соответственно, мы будем это реализовывать в графике, пообщались с графическим программистом и так далее и тому подобное. Настолько типовые, на самом деле, вещи. То есть буквально любого разработчика, мне кажется, спроси, он расскажет примерно то же самое. Плюс-минус. Поэтому если хочешь какое-то отличие, оно такое. Важное прям для меня, мне кажется, очень важное. Да? Еще из, наверное, важных отличий таких в нашей разработке, которая в принципе, тоже много не встречается, но здесь она во главу угла. Это командность, не в таком, знаешь, избитом смысле, а в том, что, у нас все, скажем так, находятся на одном уровне. То есть все люди занимают какую-то роль. Это не иерархия субординаций, да, где, я не могу сходить к креативному директору, я маленький дизайнер, что я буду им рассказывать. Мы все сидим в open space, мы все общаемся между собой, и все на равных. Просто у каждого своя роль. У Олега роль ПМа, но это его роль. Допустим, если Олег будет ее выполнять как-то, не знаю, какие-то ошибки, любой может к нему прийти и сказать, что, Олег, тут как-то странно, давай переделаем процесс, да, ко мне могут прийти, к арт-директору, к любому человеку и сказать, слушай, тут нам не нравится, как игра выглядит, давай обсудим. Любой человек может это сделать. Это тоже очень важное отличие, мне кажется, которое у нас оно прям в костяке проекта, в костяке студии. Начали мы разработку Pathfinder Kingmaker в середине июня 2016 года. Соответственно, релиз игры состоялся в конце сентября 2019. То есть разработка, она шла 2 года, соответственно, и 3 месяца. Это был достаточно сжатый период времени, потому что, по сути, к началу разработки у нас
Вообще не было никаких наработок. Повторюсь, до этого мы занимались достаточно долго ММО-играми, и, соответственно, ни движка, ни наработок, ни то, что называется пайплайны разработки, вот это все отсутствовало. То есть мы все делали это заново. Вот. А для тех, кто занимается разработкой, поймет, что это прям очень такая стрессовая ситуация и очень ограниченное количество времени. Вот. Поэтому вся разработка была подчинена очень четкой и жесткой цели, что надо произвести нужное количество контента, соответствующего золотому стандарту классических РПГ. Для нас это было 8 часов, в достаточно ограниченное сжатое время. Все, что не попадало в эту установку, мы, соответственно, либо переносили на потом, либо отказывались от него. Одной из таких отказов стал, соответственно, кооперативный режим. Вот. Несмотря на то, что есть игроки, которые очень фанатеют от него, но мы понимали, что введение его в игру очень сильно отложит ее старт, по нашим прикидкам, полгода, потому что любая сетевая функциональность и возможность игрокам играть друг с другом, она сильно удорожает непосредственно разработку кода, инфраструктуру и так далее. Вот. И мы для себя в голове посчитали, что для классических RPG все-таки основной опыт, основной экспириенс является это индивидуальный, то есть синглплеерный. Поэтому мы сфокусировались на нем и сказали, мы хотим пораньше людям дать возможность поиграть в эту классную вселенную. Разработка, конечно, связана с самыми разными трудностями. Самые болезненные для сценариста, наверное, для любого участника процесса разработки, это вырезание контента, фичи-кат. Вот, он происходит неизбежно, как бы хорошо не планировали скоуп проекта, его размер, все равно в какой-то момент вы понимаете, что придумали слишком много, вот, сделать это не успеваем, или нет технической возможности, или что-то еще случилось, там нету подходящего арта, невозможно сделать вот эту механику, и приходится вырезать прям куски сюжета, вот, что всегда очень болезненно для человека, который все это придумал. Вот. Тем более, что сценаристы, они обычно пишут немножко вперед, но мы первыми задаем тон, мы пишем сюжет, а потом нас догоняют другие подразделения, и из-за этого именно сценарные текста режутся в первую очередь. Потому что другие еще не успели сделать свою работу, как правило, к тому моменту, когда приходит, в общем, нож вот этот зависает над нами. Вот. Поэтому основные трудности у меня, в том числе психологические, были связаны с тем, что приходилось расставаться с какими-то очень дорогими мне идеями, что-то выкидывать, это было очень печально. Больше я не могу назвать каких-то особо больших проблем в процессе разработки, потому что все остальное — это рабочие моменты, они, в общем, вполне преодолеваются. Когда мы начинали разработку Pathfinder Kingmaker, были две темы в голове, два риска, которыми хотелось как-то поработать, митигировать, что называется. Первый риск был, несмотря на то, что в нашей команде было достаточно много опытных разработчиков, для западного рынка, который был основной по количеству игроков, и потому, по нашим оценкам, мы были все-таки такой no-name студией. Да? Во-первых, мы новые, во-вторых, имена разработчиков из России, подозреваю, не так известны там, в той же Западной Европе или там, в США. Вот. И, соответственно, это был некий риск, да, что люди нас не знают. Второй момент, что делая игру, прежде всего, для западного рынка, ты должен делать ее в рамках их менталитета. Вот. Понятно, что мы все люди, нами движут одни и те же эмоции, и мы все, на самом деле, плюс-минус одинаковые, но способ выражения этих эмоций, то, как ты строишь шутку, то, как ты выражаешь какую-то другую эмоцию, они все-таки у нас разные. Да? Они в России одни, в США другие. И мы с этим тоже сталкивались уже до этого. Поэтому чтобы решить обе эти задачи, сразу была мысль о том, что мы хотим нарративного человека, какого-то сильного нарративщика найти именно на Западе. Пытались там связи определенные потянуть и прочее. А оказалось, что достаточно все близко находится то, что мы ищем. Во время очередного разговора в Obsidian выяснилось, что Крис Авилон, он большой фанат Pathfinder. Он водил там настолки пару раз в неделю во время обеда. Хорошо знал эту вселенную. И как только возникла какая-то эта химия, то есть и просто первый вопрос: слушай, а не хочешь поучаствовать с нами, сделать
компьютерную игру, он практически не задумываясь сказал: Pathfinder? Да, ребята, типа, я с вами, клево. Вот. Это было очень круто, потому что, ну, Крис, он крутой нарративщик, известное имя, очень хорошо поработал над массой известных нам игр. Вот. Ну, то есть, как бы тут все звезды, что называется, сошлись. И в KingMaker его вклад достаточно существенен. Мы с ним с самого начала прорабатывали какие-то базовые идеи и по сценарию, и как там арки разложить. Он придумал то, что вот называется философский мининг игры, да, вот вокруг чего строится вот этот философский каркас. Компаньона написал, практически все текста он так или иначе просматривал, ну, вот, высказывал свои комментарии, что там поменять, потвикать. Ну, в общем, вклад его достаточно был существенный. Насчет кранчей — это вечный вопрос игровой индустрии. Были ли они? Были. Наше внутреннее название для процесса разработки — это поезд в огне. Потому что это наиболее точное определение того, что происходит, когда вы разрабатываете игру, потому что, опять же, как бы хорошо ты и не планировал, периодически происходят большие внезапности. Поэтому появилась эта фраза. Мною, кстати, я в какой-то момент, когда до меня упало очень много задач, и они были очень противоречивые, у нас там были проблемы, потому что лора была не согласована в одном месте, это плохо влияло на сюжет, это плохо влияло на все. В общем, я была в таком отчаянии, что я распечатала огромным кэпслоком написанный плакатик «Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать», и повесила над своим рабочим местом. И он так понравился всем нашим коллегам, вот, что это стало крылатой фразой. Он горит, и ты на нем такой впереди стоишь, значит, такой, как Чапай с шашкой, значит, вот на горящем этом броненосце. Такой. Это же круто. Он горит, тебя подгоняет, а ты, соответственно, вперед, там в топку закидываешь еще угля, чтобы он быстрее ехал, сам от себя убегал, такой, типа. Для меня, на самом деле, когда все тихо, спокойно, такой, типа, размеренный процесс, все понятно. И мне, честно говоря, тоскливо становится. Я люблю, чтобы когда сзади подходили, как лопатой по затылку. На нахер. Елки-палки, что, не успеваем? Да, давайте, ребята, быстрее, давайте. Угля, еще в топку быстрее. Вот, я на самом деле с такого тащусь. Является ли кранч какой-то панацеей и эффективным инструментом? Нет, не является, потому что одно дело, там, я не знаю, при подготовке версии собраться, там, посидеть вечером или выйти в субботу, а другое дело 2 месяца в таком режиме работать, это в любом случае неэффективно. То есть все, что ты наработал, там, не знаю, в субботу, ты потом потеряешь в будние дни, просто потому что человек устал, там, не восстановился и прочее. А на самом деле это же влияет еще и на выгорание команды в каком-то смысле, потому что даже если ты занимаешься любимым делом, но занимаешься ты на износ, в какой-то момент ты можешь просто устать от этого. Переработки и кранчи. Я фанат, как я тебе сказал, переработок и кранчей в том числе. В том плане, что я их люблю, и даже если их нет, я их создаю. Потому что, например, как я тебе сказал, Pathfinder для меня, в том числе для меня и для многих здесь, проект, он очень личный был, да, и типа весь день работать, а потом я там что-то не успел вечером прийти до 12 часов еще херачить дома, я понимаю, что не все люди это разделяют, да, кто-то хочет там заниматься, у них хобби другие есть, жизнь есть, там семья еще другая, вот, но я в этом смысле, наоборот, сторонник того, чтобы вот горящего поезда, вот этих всех делов, причем если он не горит, то поджечь его, потому что когда поезд не горит, скучно. После релиза KingMaker мы как-то себе дали внутреннее обещание, что вот теперь хоть умирать, но не будем кранчевать. Будем каким-то образом выкручиваться без этого. И пока где-нибудь по дереву хочется постучать, вот мы уже разрабатываем Pathfinder Wrath of the Righteous, соответственно, больше года, и мы ни разу не входили в режим кранча, несмотря на то, что там были достаточно стрессовые и жесткие моменты времени, как запуск кикстартерной кампании или подготовка там версий к показу журналистам и так далее. Надеюсь, так дальше и пойдет. Говоря о кикстартере, было несколько моментов, зачем мы захотели это сделать. Момент первый. Несмотря на то, что, повторюсь, мы сами очень хотели, мы видели, что есть успех, по крайней мере, по сбору средств на том же Кикстартере у таких компаний, как Obsidian и Larian, да, с их играми. Но
все равно, знаете, когда ты начинаешь большую разработку, все равно есть какой-то червь сомнения такой, да, вот, там, нужно ли это кому-то, да, потому что одна из главных ошибок в игровой индустрии — это когда ты делаешь игру для себя. Не для игрока, а для себя. Вот, то есть тут тоже такой двусторонняя система должна быть. С одной стороны, ты очень гореть должен, когда ты делаешь игру, да, то есть, но с другой стороны, ты не должен делать игру, которая будет исключительно на тебя направлена, да, ты должен хорошо понимать, для кого ты это делаешь, достаточно ли этих людей, кто они, что они хотят и так далее. Вот, мы вроде как и хотели делать классическую РПГ, и вроде как видели, что аудитория для него есть, но убедиться до конца все-таки хотелось, да, вот, что мы не облажались нигде, да, что мы не делаем игру в воздух, который будет играть, там, не знаю, 1000 человек, а там реально есть люди, которые будут хотеть. И Kickstarter для этого очень удобная площадка, потому что ты, получается, сразу видишь объем интереса, выраженный и финансово, и в виде аудитории, которая туда приходит. Это раз. Момент второй. Пообщавшись с коллегами, просто изучив рынок, пообщавшись с коллегами, с тем же Лорианом, которые большие фанаты Кикстартера и считают это очень важным маркетинговым инструментом. Тут надо понимать, несмотря на то, что маркетинговый инструмент звучит суховато немножко, за этим прям кроется богатство возможностей построения и начала работы с аудиторией. А это крайне важно. То есть ты... Kickstarter — это как мини-запуск, как мини-лонч, да, мини-релиз игры. Ты как будто бы уже ее отрелизил вот для этих людей и получил первую армию, если повезло, фанатов, которые готовы тебя поддерживать, с тобой работать, давать тебе фидбэк и прочее. Это вот крайне ценная тема, и она, наверное, даже ценнее звучит, чем, собственно говоря, поднятие денег, да, на этой площадке, из-за чего она изначально предполагалась. Вот. В принципе, вот сочетание этих двух факторов для нас явилось основным. Фандрайзинг, поднятие денег, но это тоже приятный бонус. Понятное дело, разработка стоит дорого, поэтому там каждый доллар, он все равно на счету. Наверное, не раскрою какие-то тайны и не скажу ничего необычного, сказав, что когда люди тебе говорят спасибо за игру, это, ну, наверное, одно из главных достижений, к чему ты стремишься. Вот. Понятное дело, что мы, например, как студия, коммерческое предприятие, да, мы должны заработать денег. Это все ясно и очевидно, но ты делаешь игру прежде всего для того, чтобы какой-то след, что ли, оставить, да, вот сделать что-то, что потом игроки поиграют и скажут: ребята, было классно. В идеале везде классно. Ну или хотя бы, типа, ребята, у вас вот это, вот это, вот это получилось. Когда ты читаешь, именно это тебя поддерживает и заставляет двигаться вперед и развиваться. Наверное, именно для этого мы не работаем в игровой индустрии, чтобы вот увидеть эти опосредованно счастливые глаза, да, там, ну, через какой-то фидбэк, через текстовые пожелания, там, не знаю, через письма или еще что-нибудь. Вот в этом заключается, наверное, самая суть, самое крутое. И когда люди тебе такое пишут, ну, не скрою, я прям часто и КМы наши копируют и выкладывают в общий чатик, что, ребята, вот пришло такое пожелание, посмотрите. Это действительно здорово заводит, в хорошем смысле слова, и дает силы даже в трудные, там, тяжелые моменты, в моменты какого-то адового багафикса или подготовки версии идти вперед, потому что мы знаем, что там есть люди, для которых мы работаем, да, для которых потом оценим. Мододелы, вообще моды и люди, которые им занимаются, это то, что продляет жизнь твоей игре. Потому что как бы много ты контента в игру не сделал, он всегда будет конечен. Даже вот в нашей игре, в Kingmaker, где реально количество часов геймплея очень большое, там порядка 120, но все равно это конечное число. Вот. Плюс, сколько ты бы ни делал в плане там, функциональности или то, что называется quality of life, да, вот фичей, которые улучшают юзабилити игры, да, добавляют какие-то качественные вещи, все равно будет еще 100, о которых ты не подумал, или которые можно было бы сделать, или там 1000. И в этом плане как раз моды, они закрывают эту потребность, да, вот какие-то вот нишевые вещи, где бы сделать там удобнее.
Мы, честно скажу, с KineMaker, так же, как и с мультиплеером, мы вообще не успевали делать поддержку модов, поэтому как таковая она там отсутствует официально. Но при этом, учитывая, что это Unity, там можно делать эти вещи на своем базовом уровне, и мы были в хорошем смысле слова удивлены, насколько много модов появилось к нашей игре. Это было действительно очень круто наблюдать, что комьюнити есть. Оно, пусть отчасти наши недоработки закрывает, отчасти то, что мы не успели, но оно действительно дает людям еще вот дополнительный функционал, дополнительное удобство. Более того, какие-то вещи, они нас подвигнули на те или иные решения большие. Например, знаменитый мод пошагового геймплея. Изначально мы дизайнили свою игру под реал-тайм с паузой. Это наша была базовая установка. Соответственно, все бои дизайнились под этот режим. И про пошаг мы, в принципе, не думали. В какой-то момент, когда мы уже начали готовиться к консольной версии KineMaker, конечно, всплыл этот вопрос, что на консоли играть в реал-тайм может быть не всегда удобно. Ребята, надо бы подумать по поводу пошагового режима. Но было реально страшновато о том, что если мы введем этот режим без перестройки, подстройки всех баталий, то получится какая-то фигня. Потому что ты дизайнил боевку под один режим, а тут, получается, добавляешь второй, и он может быть очень длинный, очень скучный. В общем, такие опасения были. И тут в разгар наших вот этих внутренних обсуждений, надо, не надо и так далее, как раз выпустился фанатский мод, turn-based мод, одного из наших игроков. Мы посмотрели, что люди играют, им нравится. Те, кто скачивает этот мод, они реально пишут хвалебные отзывы. При том, что, очевидно, человек был ограничен в своем функционале, он не мог получить доступ ко всем нашим внутренним функциям, но сделал мод, в который люди активно играют, и многие из них говорят: ребята, это то, что я ждал для вашей игры, вот теперь она заиграла для меня новыми красками. И это для нас было вот как внутренняя мотивация. Мы зря, на самом деле, опасались, боялись, надо просто брать и это делать. Мы написали большое благодарственное письмо разработчику мода, соответственно, попросили активно его поизучать и при возможности поиспользовать в игре, на что он нам написал: ребята, конечно, да, пожалуйста. С тех пор он у нас, в том числе и в кредитах, этот разработчик фигурирует. Отдельно воспользуюсь моментом, чтобы еще раз выразить ему благодарность. All Cat Games начинала как внутренняя студия компании Mail.ru. И, собственно говоря, Pathfinder KineMaker мы сделали как внутренняя студия. Разработали несколько DLC и потом расширенную версию. Все это было в рамках Mail.ru. Параллельно мы и сами внутри студии, и общаясь с коллегами из Mail, думали, что делать дальше. Соответственно, мы видели, что со своей идеей мы угадали, и получилось сделать хорошую игру. И, очевидно, мы хотели продолжать не только с Pathfinder, но и уже задумывались о том, что дальше будет, да, там, условно говоря. Какие еще мы игры хотим делать, какие еще франшизы мы хотим. То есть уже такой у нас активный поиск пошел буквально через несколько месяцев после того, как мы выпустили KineMaker. И с Мэйлом мы это дело обсуждали. И в какой-то момент во время этих обсуждений, которые всегда были партнерские и дружеские, возникла такая обоюдная мысль о том, что, скорее всего, проще будет заниматься этими вопросами бизнес-девелопмента как независимая студия. Потому что Mail.ru, как большая компания, она, с одной стороны, дает тебе массу плюшек очевидных, да, то, что это поддержка, суппорт, много людей, финансовая стабильность, куча сервисов дополнительных. Учитывая, что стратегия Mail.ru, она была в тот момент достаточно четко определена, направлена на фри-то-плей на мобилке, мы сказали, что будет, наверное, интереснее, если мы начнем существовать как независимая студия. Это даст нам достаточную свободу в принятии этих бизнесовых решений, чтобы можно было спокойно ходить, разговаривать с кучей других людей, с кучей франшиз, с какими-то другими разработчиками и прочее. И мы приняли такое взаимное решение. С августа прошлого года существуем как независимая студия. С Mail мы сохранили отношения
И как с другом, и как с стратегическим инвестором, который в том числе финансирует разработку Pathfinder Wrath of the Righteous, и как с партнером, который оказывает нам какие-то сервисы. Да? Например, в нашей студии нет своего поиска людей, и вот Mail, как партнерской студии, вот, прикрывает эту вещь, там, осуществляет для нас поиск новых сотрудников. Мы, слава богу, доросли до такого статуса и стадии, что уже можно тоже Mail какие-то оказывать взаимные сервисы, да, там, через те экспертизы, которые у нас, да, там, появились специфичные. То есть в этом случае, в этом плане мы выступаем как партнеры, но теперь как партнеры достаточно независимые. Чему научились во время разработки? Хороший вопрос. Скорее, очередные истины постигли. Вот, потому что все эти вещи и мы и раньше знали, но, знаете, вот как любую аксиому, иногда нужно подтверждать ее себе. Во-первых, прежде всего, стопроцентно старая как мир истина, что качество — это самое главное. Вот, как говорят, что нельзя зарелизить, выпустить игру дважды. Вот, что ты должен все ставить именно на первый день релиза. И это, конечно, истина, которая должна стоять во главе любого угла. Я не раз уже это говорил, еще раз повторю, что вышли мы с Kingmaker не в самом лучшем качестве, и по-хорошему еще 2-3 месяца надо было пополировать игру. Там вышли по определенным причинам, вот вышли, когда вышли, и прежде всего это была недооценка определенная, да, там сколько надо усилий вложить именно в и тестирование, и полировку его. Но вот для нас это такой прям очень серьезный был урок, на который мы сейчас постоянно оглядываемся при разработке второй игры из вселенной Pathfinder, что там четко знаем, что пока все не будет готово, выходить просто нельзя. Это нам повезло с Kingmaker, что несмотря на определенные недоработки качества, люди все равно сочли игру хорошей, они были готовы где-то потерпеть, подождать, когда мы все дофиксим и так далее. Но есть, конечно, стопроцентное понимание, что рассчитывать на такой паттерн нельзя, и это просто на самом деле неправильно, да, там, некультурно выдавать игру, которая полностью не готова в плане качества. Вот. Это, наверное, первый урок. Второй урок, он связан с этим, на самом деле, как ни странно, он больше относится к более четкому планированию контента. Я уже упоминал, что в Kingmaker порядка 120 часов, хотя ориентировались мы на 80. Вот, то есть изначально, там, проанализировав все игры, посмотрев, мы поняли, что золотой стандарт классических RPG — это 80 часов. Вот. Те же Baldur's Gate и многие игры, они вот туда примерно ориентируются. И, наверное, есть понимание, что это не просто так сложилось, потому что 80 часов — это такой некий предел, когда все еще интересно, это дает достаточное количество контента, чтобы раскрутить и рассказать большую историю, но при этом не становится овер много, слишком много, чтобы ты уже уставал на самом деле от нее. Вот, с Kingmaker у нас получилось 120. Вот, и отчасти именно вот эти дополнительный контент мы не успели там дополировать, проверить. Перед релизом и с новой игрой мы стараемся очень аккуратно следить за количеством контента и делать его лучше, богаче внутри, да, с большим количеством каких-то опций, фишечек и бантиков, но не растягивать геймплей так, чтобы люди уже не уставали от него, да, там, под конец. Вот. Наверное, урок номер 2 вот, заключается в этом. Ну да, наверное, основные 2 я бы такие. Now, I have the power to turn the tables. People who would never join the same alliance are fighting together by my side. Today we avenge the fallen and unleash our wrath upon the demon lords. Когда мы только начинали думать, какой будет следующая игра, Pathfinder Wrath of the Righteous, собственно говоря, наши установки были следующие, что идеологически мы хотим сделать, оставить то, что у нас получилось хорошо, убрать или изменить то, что получилось скучновато или там, не на должном уровне качества, и, соответственно,
развить, по максимуму развить те вещи, которые вот удались. Она довольно сильно отличается от Kingmaker в смысле в нарративной составляющей. Она гораздо, в общем, темнее и эпичнее. Kingmaker был очень интересен тем, что это было маленькое приключение, такое очень... Оно тебя очень сильно брало за живое, потому что это была история, как ты у мира берешь кусок и делаешь его своим. Свое маленькое королевство, может быть, оно не очень эпичное, это не великая империя, но зато это полностью твоя земля, ты в ней правишь как хочешь, вот собираешь такую команду, какую хочешь, можешь даже жениться, своего короля или королеву возвести на престол. В общем, это было твое маленькое приключение. А Wrath of Righteous — это более классическое фэнтези про угрозу всему миру, про то, как открылся разрыв, который ведет из мира смертных прямо в измерение хаоса и зла, откуда бесконечно лезут демоны. В общем, все очень плохо и страшно, и вы крестоносцы, которые стоите на рубеже и защищаете, собственно, свою страну и весь мир от того, что грядет. И это такое дикое месиво кровавое с демонами, где ты рубишь их в кровавую капусту и ливер. Вот, они от этого страдают, ты от этого страдаешь, все вокруг умирают, город горит, короче, всем больно, ужасно, демоны прорвались во вселенную, ты должен их, короче, всех порезать, убить и прогнать. Вот, все это как бы с эпичным сюжетом, романсами, можно с королевой переспать. Где еще можно с королевой переспать? У нас можно. Вот, который при этом еще лет 300, по-моему, что-то такое. Я там деталей не знаю, но вот где-то около того. И, в общем, она стала визуально круче. Мы подтянули рендер. В этом плане достаточно много туда вложили. То есть у нас, в принципе, мы рендер переписали к такой-то матери, все, и другой. Мы, в общем-то, переделали пайплайн персонажный, переделали пайплайн контентный, то есть у нас по-другому теперь делаются персонажи в плане именно проработки их текстур, моделек, вот этих делов. То же самое с окружением. Я думаю, это, в принципе, невооруженным глазом видно, просто поиграв одно в другое. Мы делаем как в Kingmaker, только круче. Вот в каждом аспекте, где мы считаем, что у нас получилось. Соответственно, мы взяли компаньонов и сказали, что теперь у каждого компаньона точно будет внутренняя большая история, которую мы рассказываем. Каждый компаньон будет реагировать на наши действия в большем объеме, чем это было в Kingmaker. Вот, то есть задача была сделать их еще более живыми, чем то, что у нас получалось в предыдущей игре. С общей сюжетной историей примерно такое же было ощущение, что мы видели, что вещь, которая нам получилась и удалась, это делать богатые, интересные выборы и отыгрывать их последствия. Мы считаем это вот корневой особенностью любой классической РПГ, и, на наш взгляд, вот это получилось у нас действительно хорошо. Поэтому мы хотели еще дальше пройти по этому пути. И, во-первых, сами выборы сделать еще более разнообразными, неожиданными, да, вот не очевидными, а вызывающие эмоции. И последствия на них, опять-таки, сделать еще больше, еще ярче. Соответственно, в эту вещь мы тоже активно вкладывались. Далее взяли, в Kingmaker была большая фича, это менеджмент королевства. Вот, это то, что называется USP, Unique Selling Point, вещь, которая там в других играх в таком объеме, в таком виде не присутствовала. Вот, соответственно, многим нравилась она, кто-то к нему высказывал определенные претензии. Мы сами знали, что определенные вещи получились классно, другие стоило бы еще как-то поправить, изменить. Соответственно, вот мы тоже полностью переделали, по сути, вот эту большую фичу, оставили там вещи, которые людям нравились, ивенты, рангапы, текстовую обвязку всех этих событий, и полностью переформатировали то, на что люди ругались. Там, в частности, на определенные вещи, связанные с таймерами. Вот. Плюс добавили к этой фиче тактический бой, армейский тактический бой. Вот. Мы, по сути, ссылаемся, что это что-то похожее на героев, вот, которые мы уже упоминали сегодня. Так оно и есть. Отчасти оно там напоминает. Вот. То есть мы как бы
Повторюсь, здесь следовали своим канонам, своей установке, то, что оставляем хорошее, убираем либо изменяем то, что, может быть, не совсем получилось, и добавляем сверху, как вишенку на торт, что-то прям совершенно новое. Yes. The power. I wish somebody had told me of its cost. Я понимаю, что в вопросе, где работать, я очень необъективен, потому что я игродев очень люблю. Я считаю, это лучшая индустрия, где можно применить свои усилия и талант, потому что здесь одновременно сочетается и высокая технологичность, и в какой-то степени даже наукоемкость, да, вот этой области, и индустрия развлечений. Вот, то есть здесь плав такой технологии и эмоций наблюдается. Вот, поэтому человек, который вот именно этим сплавом горит, да, и он его привлекает, то, наверное, нет лучшей индустрии, чем наша. И даже среди других индустрий развлечений я считаю, что мы самые крутые и будем наиболее динамично развиваться. К сожалению, с точки зрения образования пока не все хорошо в этом плане. Вот. Какое-то классическое образование можно получить только в области арта, да, можно там, условно говоря, стать профессиональным художником. И то не заточенным на игровую индустрию, а скорее художник в общем плане. А что касается геймдизайнеров, это вообще такая терра инкогнита по-прежнему у нас. Есть пару школ типа Scream School или школе экономики, где производят факультативное обучение этим специальностям, и это хорошо, что хоть что-то есть. Вот. Но по-прежнему нет какого-то такого специального выделенного курса, который готовит игровые специальности. И недостаток этого ощущается на самом деле. То есть хороших геймдизайнеров днем с огнем не сыщешь у нас. Вот. Но в принципе, это не должно останавливать желающих, потому что в любом случае профессионализм, специализация — это функция от желания и опыта. Вот. Информации достаточно много. Пусть она англоязычная, тем не менее, много книг есть, много курсов онлайновых, много источников, блогов каких-то, которые можно читать, где разбирают игры, декомпозируют их на составляющие, учат разбираться в геймплее и прочее. Переходя от образования уже, наверное, к какому-то общему посылу, в том числе для людей, которые очень хотят в индустрию, в игровую, но не знают, с чего начать. Основной совет — это просто не бояться. На самом деле желание — это все, что определяет нашу судьбу и наши возможности. Точку приложения усилий можно найти всегда. Есть и команды, есть и потребность в молодых талантах, в свежих идеях. Она есть постоянно. Я знаю, и мы набираем людей, и все студии, которые я знаю, они постоянно находятся в поиске того, кто захочет прийти, который захочет всю свою эмоции, вот страсть, которая внутренняя есть, взять и приложить к той или иной игре. Не переживать, что пока нет знаний, нет опыта. Все это приходит, старшие товарищи помогут сформировать эту страсть в нужное русло и да, оформить знаниями какими-то. Но самое главное — иметь эмоциональный посыл внутри себя, иметь вот эту вот страсть, желание, вот passion, и не терять его по дороге. Самые крутые разработчики игр, самые крутые, в том числе геймдизайнеры, это которые и через 10 лет вот так же с горящими глазами ночью просыпаются с какой-то идеей и с пониманием от того, а что нужно сделать, куда двинуть игру, какую фичу добавить и так далее. Вот когда вот эта страсть соединяется с опытом, и получается самые крутые специалисты, которые делают самые крутые игры. Но начинается все равно со страсти и желания. Песня, которую терпеть не может моя жена. По узкой улице домой, урам, урам. По узкой улице домой, урам, урам.
По узкой улице домой он возвращается живой, и мать качает головой: Джонни, не узнаю я. Огонь, огонь, и вновь огонь, ура, ура. Огонь, огонь, и вновь огонь, ура, ура. Огонь, огонь, и вновь огонь, и дым, и гарь, и гной, вонь, и мать качает головой: Джонни, не узнаю я. Да и хватит с вас. Валите.